Ну что, вилкой в глаз или в опорос? Вот сегодня будем как раз разбираться над этим вопросом. Быть или не быть. В общем, что такое прописка? Прописка в местах не столь отдаленных. Как раз таки, когда вот задаются вот эти вот загадки. Скорее всего, кто-то из вас слышал про полотенца, которые кидают в ноги и прочее, прочее, прочее. В общем, сегодня поговорим о прописке. Кстати, всем привет, с вами Миша Выплюшка. Это канал бывшего осужденного. Все так же и по-прежнему решил сделать по этому поводу выпуск. Люди просили в комментариях. Вы тоже обязательно задавайте свои вопросы. На какую тему хотели бы, чтобы я, так сказать, поделился с вами своим опытом. Если вдруг кто не в курсе, я провел 12 лет в местах лишения свободы, 4 срока, 5 разных зон. Огромное количество там каких-то СИЗО я видел, там московских и областных там. В общем, много-много всего. Но здесь я рассказываю просто свой опыт, отвечаю на вопросы вот подобные. Вот иногда вообще там какие-то трэш-вопросы. Есть у меня такая рубрика из серии там «Как пердеть в тюрьме правильно». Вот. Но сегодня речь пойдет у нас о прописке в зоне. Вот. Перед просмотром прошу вас авансом поставить лайк и подписаться. А отписаться вы, так сказать, всегда успеете, поэтому давайте. Это несложно, это бесплатно. Я с Ютубом договорился, давайте. Также, если вы заглянете в описание, вы там найдете очень много всего интересного. Так, прописка. Дело в том, что, понимаете, ее в принципе-то нет. Вот. А она была раньше. Я небольшие отголоски застал этого всего на малолетке. Вот об этом я вам расскажу, но чуть позже. Все вот это вот поебень, которую втюхивает там сериал «Зона», например, либо, не знаю, кто там еще, ну, какой-нибудь там опять НТВшный канал, либо какой-то другой, где показывают, как вот в тюряге там только бьют, режут, не знаю, там чпокают и так далее. На самом деле вот к реальности не имеет никакого отношения, практически. И расскажу вам, в общем, что там есть на самом деле. Давайте немножко в прошлое отмотаем. Раньше она была, эта прописка, она была. И представляла из себя приблизительно, да, вот такую проверку, которую проходит новоиспеченный арестант, как только вот за ним закрываются двери камеры. Отменили ее вместе с, сейчас скажу с чем, где-то в начале 90-х, в общем, отменили прописку и отменили такую штуку, как вот типа, ну, петушить нельзя стало, наказывать типа вот хуем за то, что человек что-то там, не знаю, например, там проиграл в карты, да, его за это опустили. В общем, вот раньше был такой вид наказания, да, ну, среди старых арестантов, то есть и бойся, типа один другого там мог за что-то опустить. И это было как бы типа по вот этим понятиям их. Вот. Но вот этот пункт вместе с пропиской отменили в каком-то году, там в 90 каком-то. Короче, я это, слава богу, все не застал. Но раньше она была, вот прописка. И представляла она себя вот подобную проверку, когда заходит человек, неважно вообще, первый раз он сидит, либо он уже бывалый. То есть его с порога проверяли, как он себя поведет. Там кидали ему вот это полотенце, что он будет делать, там, забоится, не забоится, там. В общем, знаете еще, что хочу сказать, раньше, почему это все делалось, как бы раньше все было жестче гораздо, вот. И контингент сидел совершенно другой, не то, что сейчас в тюрьмах сидит. То есть раньше сидело больше вот именно преступников. Ну, я не говорю, что сейчас те, кто сидят, они не преступники. Когда я говорю преступники, это вот именно те, кто ведут криминальный образ жизни и живут этим всю жизнь. То есть такие рецидивисты и двигаются вот по этой криминальной линии. И такие вот у них преступления все там, кражи, грабежи, там, не знаю, там, бандитизмы всякие и так далее. Вот, то есть большинство, 90% сидело вот именно таких людей. Те, кто сидят сейчас, это в основном либо употребляющие запрещенные вещества, либо барыги, которые в мире криминала и за стенками никогда не были уважаемыми людьми. И то есть, ну, вот эти вот... Это сейчас просто прошло время, как бы, и... Как бы не то, что вот эти статьи они раньше были неуважаемы, они были такие достаточно, ну, порицаемыми. Вот, за забором там.
А сейчас уже прошло время, и это, по этой статье сидит очень много людей, большинство сидит сейчас в тюрьмах по этой статье, и как бы я даже застал уже случаи, когда там люди смотрели за бараками, были смотрящими там за бараками, имея статью вот этого 228, которая раньше вообще как бы просто, ну, очень-очень плохо к ней относились. Чуть получше, чем к изнасилованию, короче. Вот. А тогда, вот там 90-е, там не буду брать там, что там лохматые года, 80-е, 70-е. В общем, тогда как бы сидел вот криминалитет. Вот реально как бы шпана с улицы, который там, если что, там, любой базар там что ебать, что резать, им похеру, терять нечего. Ну, такая там, украл, выпил в тюрьму. В общем, такой контингент. И, соответственно, к чему я вам это говорю? Даже если он попадает первый раз в тюрьму, он приблизительно уже должен знать себя, как вести, то есть и прощупывают, насколько, в общем, какой человек к ним попал, понимаете? Залетный, там, барыга, не барыга. В общем, вот это было вот такой вот именно такой мониторинг, да, такой жесткая проверка, которой подвергался каждый человек, который заходил в камеру. Соответственно, если человек был бывалый, он заходил, он знал уже все, что делать, но раньше было не очень хорошо, не очень хорошо, было со связью между, допустим, там камерами, между, тем более уж зонами, это сейчас везде телефоны, извиняюсь. Вот. Сейчас везде телефоны, и можно за любого человека пробить все, что угодно, да, кто зашел там, вот кем он прошлым сроком сидел, есть ли за ним какие-то косяки или нет. А раньше этого сделать, было, не то, что невозможно, это было сложно сделать. Соответственно, бились наколки. Вот почему били наколки, вот эти вот, которые там, вот паук, там еще что-то, которые что-то обозначают, да, раньше вот, просто так никто ничего не мог набить, какую-то наколку. Каждая наколка что-то обозначала, и когда человек заезжал, там, второй, третий, четвертый раз, другие арестанты его по этим наколкам читали, насколько серьезно человек как бы заехал. И менты, кстати, в том числе. Сейчас уже спроса за наколки нет, у меня есть ролик об этом. Вот, то есть любой человек может себе набить абсолютно практически любую наколку, даже там все какие-то петухи колят, там звезды. Вот. Бывает там всякое, но это сейчас. Вот. Сейчас и прописки нет. Вот. А что сейчас есть? Реально люди думают, что вот буквально вчера общался с человеком, он говорит, меня скоро закроют, Серег, что там вот будет, что мне ждать туда-сюда. Я говорю, слушай, я не знаю. Я не знаю, что ты за человек, я не знаю, что за люди, к которым ты попадешь, я не знаю всех этих условий, я не умею предсказывать будущее. Вот. Я как бы, знаю себя, допустим, да, но опять же я не знал, куда я вот попаду, куда я заходил. Каждый раз для меня это тоже была загадка. Вот, поэтому какие-то советы давать, я ему сказал, просто говорю, будь собой, поменьше говори, поменьше рассказывай, побольше слушай и не ври. Вот, ничего не ври, там о себе не придумывай. Вот, если уж тебе суждено туда попасть. Вообще попасть никому туда не желаю, хотя есть у меня подписчики, которые мне писали, типа, все, мне, Серег, завтра на суд, подскажи, что мне делать. Но я всем говорю им вот так вот одно и то же. И смотришь потом, он не заходил месяц, два, три, уж сейчас уже не знаю, год не заходил в контакт. Видимо, закрыли. А был такой у меня, который говорит, я смотрел тебя до того, как меня закрыли, отсидел, говорит, 2 года, весь срок тебя смотрел, короче, говорит, и говорит, сейчас освободился, опять смотрю. Если смотришь и сейчас, то привет тебе, дружище, больше не чуди. Так, запутался, к чему я это говорил. В общем, сейчас от этого не осталось как бы ничего. Сейчас человек заходит, ему главное там поздороваться, и как бы дальше, и там кто-то из людей, там, если это большая камера, проводит его к старшему в камере. Да что ж такое-то, ё-моё, вроде поспал нормально. К старшему в камере проводят, так называемые смотряги там или кто. Если это тюрьма режимная, то там нет смотряги, там есть другой человек из красных, там старшина хаты, есть такая фигня, да, есть старшина хаты. Вот, и там дальше, короче, там пообщаться с ним, и ничего такого не будет. Поспрашивают какие-то вопросы, основные вопросы, это по какой статье. То есть, если он скажет, там, статья 158, там, кража, да, статья 161, 162, там, разбой, грабеж, то, как бы, все, вопросов, никаких не будет, там, все, его оставят, там, будут дальше, там, давай, дальше, там, присмотримся. Если
он там скажет, что там у меня статья изнасилования или там наркотики. Ну, дальше начнутся вопросы уже. Как, что, зачем, почему, тут уже надо разбираться. Вот. А если обычная, как бы, ну, статья, как бы такая, вот, то никаких вопросов не будет, и все. Там напоят, дадут пачку сигарет, напоят чаем, и пока будут присматриваться. Как же все-таки первый раз попал, вот я, когда на малолетку, что там было? Это немножко еще оставалось, потому что это был 2003 год, и знаете, как это было? Это был такой, ну, больше такой прикол, знаете, как прикол, который ловили с новичков, вот. И когда я туда зашел, мне, естественно, там никто никаких загадок не загадывал, никакой полотенце мне не кидали. Я, к слову, знал этих загадок уже больше, чем те, кто там сидят. Там пацаны сидели, короче, по месяцу. Те, кто там месяц, или там 1-2 недели сделал, другой месяц. То есть, ну, они недавно заехали. А я на свободе как бы общался постоянно с сидевшими типами. Вот, и как бы я все эти загадки знал, там много чего знал. И потом, я уже там, когда обжился, где-то через месяцок, вот, я вот эту прописку, ну, не такую небольшую, в формате прикол, ну, там реально скучно было, делать нечего. Плюс еще у меня там мозгов вообще не было, блин, что вы хотите, мне было-то 16 лет. Вот, я ее начал применять, хотя применять ее я никакого права не имел, но, как вам сказать, как бы, они же об этом не знали, кому я так, как бы, применял ее. В общем, мы там сидели, хат на 5 человек, и когда вот мы сидим там втроем, вчетвером, вот когда к нам кто-то новый заезжает, мы ему там начинаем там вот эти загадки, мы ему там, знаешь, там это, тут надо пройти некоторые, как бы, некоторые мероприятия, вот, в нашей светлой камере. Вот. И он говорит, да, хорошо, я понимаю, типа, я знал, что так и будет, давайте. Вот. И мы ему там загадывали вот эти вот загадки из серии там, типа, вот там, пики точеные, там, эти дроченые. Вот, куда сядешь, куда там мать посаешь, там, потом, что-то не помню. Блядь, загадки эти. Ща. Что-то там, хуй на плечи положить, будешь лебедем летать. Ответ там, я не лебедь, я не птица, хуй мне в крылья не годится. А потом еще была загадка какая-то. Хуй в пол, какой прикол. В ответ надо сказать, хуй не нож, в пол не воткнешь. Бля, не вспомню даже. Дальше, короче, ну еще мы там прикалывались. Ну, тоже сделали там карты, все играли. Вот, с новичками тоже там, я говорю, что, давай присядем, там, типа, поиграем в картишки. Он там, да не, мне там не на что. Я говорю, да ладно, ну что, мы на просто так, типа, поиграем. И кто как бы тоже вот такой шпанюк, кто на улице с детства, там, со шпаной тоже, там, сидельцами. Тот, конечно, говорил, понимал, что, ну, и знал уже даже, как бы, с первых тоже шагов по тюремному коридору, скажем, что просто так это жопа. То есть, соответственно, просто так нельзя играть. А попадались те, один чел, я помню, у нас сел, говорит, да, на просто так, ну, значит, на просто так. Давай, ему, короче, он проиграл, естественно, я говорю, ты понимаешь, что ты, короче, проиграл? Он говорит, ну, жопу свою. Ну, и что же мне там делать? Блин, смешной пацан был такой, короче. Вот. И там, типа, он говорит, блин, а давайте я, типа, там отыграюсь, короче, поставлю свой рот еще, короче. Блин, ну это кора, это малолетка, ребят. У меня есть ролик про малолетку, посмотрите на канале. Там и смех, и слезы, знаете, там, ну там дебилизм вообще. Короче, он в итоге проигрывает и свой рот, короче, и все, он там полный петух, короче. Но мы его в петушатник ничего не загнали. Даже шнырем его не сделали. Несмотря на то, что в один из... Ну, мы просто там поржали, как бы, что-то, ну, как бы там, ну, просто стебались над ним все время. Вот. Несмотря на то, что один прекрасный день он проснулся, короче, и пошел нассал на вату и протер себе глаза, вот, от конъюнктивита. Вот после этого на малолетке уже блин, там вообще мы хотели его точно. Мы же прям сразу, ты что гонишь, типа, ты что делаешь? Но на что нам как бы старший по тюряге, смотряга, написал, ребята, тут как бы это вынужденная мера. Он же не потому, что ему это нравится, он сделал, а типа бывают такие ситуации. Вы им скажите, что больше так не делал, но типа... Вот, в петушатник его за это нельзя загонять. Вот, ни в коем случае. Надеюсь, вы этого не успели сделать. А то иногда бывало такое, что не успевала малява дойти
досмотряги за тюрьмой, а уже там распечатали чувака. Бывало и такое. Блин, ну там просто такая жесткая фигня, знаете, реально. То есть, ну, был у нас случай один, там ребята переборщили даже, одного чела распяли. Вот. То есть, такую ему прописку устроили, прям жесткую, с порога. То есть, он... Что-то убийство с изнасилованием у него было, что-то такое. Вот. Причем изнасилование мужика. Я рассказывал эту историю, короче, про... Есть был у нас такой там кабан. Вот. Так вот, он попал в хату. Там пацаны над ним, короче, там полночи что-то издевались. Сняли эти пластиковые трубы, которые шли там к раковине, туда-сюда связали его, жопу ему отбили. Короче, а потом его на решке. Ну, решка — это решетка на окне. Вот решетка, нарежка называется на жаргоне. Они его, короче, на ней распяли. Тоже там что-то лупили его. И потом что-то забыли, короче, про него и уснули нахер. И менты, короче, на проверке охерели просто. Они открывают тормоза, ну, дверь вот эту тюремную. Там зэк висит, короче. Ну, такой. Ну, не то, что скажу, что он там был отпизженный. Ну, такой. Претерпевший, немного повидавший, скажем так, вот. Моментов всяких неприятных. Кстати, его потом перевели к нам, этого кабана. Вот. А издеваться над ним начали, знаете, в основном еще из-за чего? Вот по статьям, и еще потому, что он зашел, короче, в джинсах, в женских сапогах и в ментовской рубашке. Потому что у него одежду всю его забрали на экспертизу, она в крови вся была. Вот, представляете? Ну, то есть, ну, малолетка там очень жестко, ребят. Там очень сложно выйти без вот гребня, пройти вот эту вот малолетку и не зафаршмачиться никак, ничего. Вот. И ну, физическая сила там тоже играет огромную роль. Я, слава богу, как бы никогда не был ей обделен, я дружил со спортом, как, поэтому у меня там как, проблем никаких не было. Вот. Но вот, ну, никакого особо там беспредела лично я не творил. Ну, вот так вот прикалывался. Это были вот такие вот отголоски вот этой самой прописки. А так ее, в принципе, нету. Вот. На этом как бы и все. Базар окончен. Нет ничего там страшного, но делать там нефига. И не надо туда попадать ни в коем случае. Лучше вот слушайте мои истории, мотайте на ус, если вам это все, конечно, интересно. Вся вот эта вот история моя биографическая. Вот. Но ничего плохого творить не надо. И не надо садиться в тюрьму. Я уже за всех за вас отсидел. Все, ребятки. На этом будем закругляться. Обязательно дайте обратную связь. Понравился вам ролик или нет. ВК, Инстаграм, мой второй канал, Телеграм. Все вы найдете в описании. Также огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». И хочу вас попросить еще нажать в колокольчик, чтобы не пропускать все ролики вашего любимого блогера. Все, ребятки, давайте, берегите себя. С вами был Миша Выплюшка. Увидимся.